Всем привет! Всем привет! Всем привет! И сегодня продолжение нашего долгожданного теста. Сегодня Е38, второй тест семерки. За ним последует Е65, а предыдущий был Е32. И сегодня, конечно, это легенда. Вот он стоит здесь. Легенда. Селинский, вау. Ты тоже легенда. Спасибо. Вот. Ну, 38-й кузов, надо попробовать не испортить этот выпуск, потому что это самая любимая классика, самая любимая семерка всех времен. Да, best of the best. Да, поэтому с ней очень много и ассоциаций, и это самая популярная машина в фильмах. И, конечно же, сегодня мы поговорим и про наш фильм, наверное, который дал отпечаток на весь постсоветском пространстве у людей. Это «Бумер» фильм, да. Который после выхода фильма «Бумер» в 2003 году автоматически все купили сразу черные семерки. И это считалось интересно. 38-й кузов, в нем очень много инноваций, то, что BMW сделала вообще впервые. Семерка выпускалась с 94 года по 2001. По 2001, да. И в 94 году, можете себе представить, появился двойной климат, появилась навигация, телевизор, массаж сидений, ну там чуть-чуть потом позже, ксенон, ну он был ксенон уже и в 32-м кузове, но в семерке. Адаптивный, двойные стекла. Комфортные сиденья, вообще тогда, ну, можете себе представить, и много-много-много-много всего другого. Огромный выбор моторов появился. У него были как рядная шестерка, 28-й мотор, потом была V-образная восьмерка, 30-й, потом 40-й V-образная восьмерка, 750-й. Дизельных моторов сначала был 725-й турбодизель, старый мотор стоял, потом появилась 730-я дизельная с новым уже Common Rain мотор, который он реально, ну вот эти новые дизеля, я помню это время, когда они только появились, и я купил такую семерку себе тоже, у меня была 730-я дизельная. Они сейчас очень популярная. Это была какая-то фантастика, с расходом 9 литров, машина ехала на автобане за 200 скорость у нее, и я считал, что круче... Было 200... 193 силы. Первые 193 силы разве? Да, 193 силы, а потом был фейслифт, по-моему, 210 сил. 210, да. По-моему, был. И потом появилась V8 740-я дизельная. Крутящий момент был от 450, по-моему, ньютон-метр. Ну, я не помню крутящий момент, поэтому... Она за счет этого и казалась. В то время, тогда, 750-й мотор, он чуть-чуть уже считался старым и нерациональным, поэтому все-таки из бензиновых версий была 740-я V8 в фаворите. Но сегодня в коллекционировании все-таки все вернулись обратно в поиске все V12 моторы. Да, 760. Эта машина сделала самый строгий, самый серьезный дизайн. Потому что 65-й кузов, когда вышел после этой машины, BMW получила 2000 негативных писем с сильной критикой нового дизайна. И многие владельцы BMW отказались покупать новую семерку. Просто E65, она была уже полностью Бенгла. А эта машина все-таки разрабатывалась еще не Бенглом. Она разрабатывалась, я не помню, как фамилия этого немецкого дизайнера. Нет. А потом она уже дорабатывалась в студии Бенгла. То есть, поэтому у него, естественно, там были какие-то... Ну, во-первых, эта машина была в Джеймс Бонде. Ну, можно говорить бесконечно. Да, эта машина была в транспорте, в перевозчике. Да, в Джеймс Бонде. В этой машине подстрелили Тупака Шакура, хотя это не его машина была, он сидел. Нет, в 32-м кузове. Не, в 38-м. А, да? Да, она была черная, 750-я, на таких вот больших, таких вот рэперских дисках полированных. Ну, если говорить конкретно про вот эту модель... Декорацион. Елка. Если говорить конкретно про эту модель, то это фейслифт.
который выпускался уже... Вот конкретно эта машина, это вообще 2001 год, это последние выпуски. Последний, да. Потому что фейслифт пошел с 98 года, когда уже новые фары, предыдущей была поменяли квадратная стопы и фара, фары, да. здесь появилась Очки новая появились. противотуманка. Внутри там новые ноздри были более узкие такие, задние стопы другие, здесь стали кристальные стопы, были предыдущие еще в старом виде. Естественно, это считалось очень круто, должна быть на машине в то время белая оптика, Ну, конечно. не желтые повороты, а белые повороты. конечно. И даже когда покупали с желтыми поворотами, я лично очень быстро бежал и менял на белую. У BMW было, да, оснащение белой оптики. Да, ты мог купить, Задние заказать стопы, да, задние стопы, поворотники и повторители, поворотники на крылья, повторители здесь. Да. Эта машина еще, она стоит на двойных спицах М-пакет. И в этой машине есть М-пакет. М-пакет отличался тем, что ты видишь порог боковой, покрашенный или не покрашенный. Если он был черный, тогда не было М-пакета в машине. Если покрашенный боковой порог, он пластиковый уже. Потому что первый версии он был металлический, здесь уже пластиковая накладка. Это был М-пакет. Еще можно узнать по наружному виду, что это одна из последних машин по задней двойной антенне. Потому что 99 и 2000 год стояла одна маленькая антенна от телефона. Опять же, в этой машине появился интегрированный телефон Селинский. Das im 94. Vor 2 Jahren zum deiner Geburt. Auto hat gehabt. Fernsehen, Massagesitze, Telefon, 2 oder 3 so eine Klimaanlage. Ja, aber was für ein Telefon, so ein Stein? So kleine, zeige ich dir gleich. Benutzt du immer noch? Да? Так вот, гидравлический привод крышки багажника появился здесь. Кнопки, да. С кнопочки, да. Это была фантастика. Вот. Колеса были от 16 до 18 дюйма. Очень большой тоже выбор. Если взять брошюру вот старую, то Да, там такой очень бесконечное бесконечный количество, большой выбор колес был. Но вообще И- у всей линейки BMW в те годы... Да, как и вот опции. То есть ты мог и выбирать колеса, да, всё, эту что машину угодно. на механических сиденьях, на велюре, на механическом, на кондиционер, климат-автоматик. Мы сейчас Индивидуал. поговорим про специальные модели, да, то есть вообще как бы для собирания машин, для коллекционирования машин сегодня в первую очередь хотят, чтобы был V8 или 40-я, но если 40-я, тогда M-Sport. Потому что на семерке тогда был прототип один. Почему зародился M-Sport? Потому что BMW сделали прототип, который ехал свыше 300 км в час. Была семерка с мотором от Макларена F1. F1, да. Да. С этим мотором только 16 клапанов. Да. Они хотели сделать M7. Но они ее не запустили, не пошли, и они сделали версию просто M-Sport с 40-м мотором. Она есть в красном цвете Ferrari. Эта версия шла на Америку. 740-я M-Sport. Здесь на она Германию так тоже. называлась. На Германию есть, да. Для Европы она была, и она называлась 740 e-Sport. И спорт, да. Да. У нее была заниженная подвеска, стояла спортивная, у нее наружный обвес был, у нее вот такие вот стояли параллельные Но спицы. их было очень мало выпущено. Но Вообще, они были. этих машин было выпущено 328 тысяч всего. Ну, может быть, видишь, серии. еще меньше стало, да, чем Да, S-классов и 140. поэтому вот с точки зрения там в коллекцию такая машина, ну их мало осталось как бы. Не, на то время их была проблема, они все Состояние. ржавели. Ты как тест-драйвер ВАЗа, Бляйбштейн. Семерки ржавели. Да. Индивидуал. Да, то есть мы начали говорить, 750 должна быть 750 или 40-я M-Sport. Потом желательно, чтобы она была в лонге, потому что этих машин делали много очень в короткой версии. А ты делали. знаешь, у них было 2 лонга? Подожди, не порть все. То другая аббревиатура, это L7. Да, L7, да. Да, это не лонг было, это было Это L7. было 39 Потом- сантиметров плюс. Индивидуал, то есть на этих Ну, машинах... индивидуал была программа тогда для всех, для E46, для E39, Ну правильно, и это для был ярко E38. выраженный индивидуал, который именно вот начали ты мог BMW заказать делать. сам под себя Фиолетовые машину, салоны, да, фиолетовые, голубые, да, красные, да, все, что ты да, хочешь. да. Потом Highlight Хорошая была. версия была, да, то есть лимитированные, они были внутри с черным деревом, с таким красивым. Piano Black. Да, они были очень красивые машины. И, естественно, топовая версия это была L7, которая была теоретически конкурент Пульмана.
Ну, Мерседесу Пульман, наверное, Pullman, да. У них была такая, у них вставка здесь посередине была. У нее колесная база, длина была увеличена на 40 Да, сантиметров. у нее посередине вставка была, окошко, они были как с перегородкой, так и без перегородки. И сзади у них был там факс, телевизор, там, ну все, что хочешь вообще. У Карла Лагерфельда еще была такая машина. Не, у Карла Лагерфельда была в индивидуале лонг, да. которую Делал он сам. делал он сам, и она стоит сейчас в музее И BMW. цвет он Да, там есть такой, эта такая специальная была, версия. хамелеон. Да. Кстати, сейчас недавно на аукционе продалась Е38, которая снималась в Джеймс Бонде. На таких же дисках. На таких же дисках. Вот тут выезжает значок, который пилит Да, там пилит тросики. тросик, да. И знаешь, за сколько она продалась? 11 тысяч евро. Я был в шоке. Они ее уронили с парковки просто. Не, одна из 5 машин, которые их было 5 построено для Но съемок. я лично видел, как они ее роняют с парковки. Пирс Не, Броснан одна из на 5. заднем сиденье. И он так бульк и упал. Так, я думаю, что можно говорить бесконечно. Какой из фильма «Бумер», какой у тебя самый запоминающийся момент? Где они с пробитым колесом на спущенных колесах после дальнобойщиков ехали к бабке какой-то там экстрасенсорики лечить своего раненого товарища в грязюке, когда они ее загнали. к мотору. Не, у меня там есть какой-то момент, где она вот так вот выезжает со двора, вот так поворачивает и мордой. Это не от бабки выезжали. Чуть-чуть позже. Так, ну что, тест-драйв? Селинский, сейчас битышон. Пошли, я тебя... К сожалению, в этот раз у нас короткая версия. Нельзя больше говорить вообще ничего. Не Пульман. Не Пульман, не вор. Не Пульман, не вор, да. Stinken. Штинг? Штинт. Она говорит, что воняет. Найн. Запах семерки, как у всех семерок. Смотри, автостарт. Это не тот трек. Как это? Нет, Никого не жалко. Не, а там же Бумер это. Туру. Но у всех он стоял на телефоне, у кого была семерка. Туру. Так, ну что? Димон! Все, давай, завязывай. Вспомни, навеял. SOS. Ты должен сидеть вот так за рулем. Ну, как говорится, с Богом. Ну и вот про что я говорил. Видишь, здесь уже стоит в первых версиях там было три вообще варианта. Парк. Парк Бремзен. Да. Там было 3 варианта. Или у тебя идет такой с борт-компьютером открывающееся радио стояло, не было телевизора. Не было, да. Потом у тебя был с телевизором Тут 4 на 3. деревянная штучка. Да, деревянная штучка. Потом у тебя было с телевизором 4 на 3. С маленьким. С маленьким, да. А с 2000 года пошел вот такой 16 на 9. Ну, такой же ставил 75-й. Их воровали, как не знаю что, помню тогда. И потом в eBay их можно было купить обратно за 1500 евро. Причем можно, наверное, даже свой было найти купить. С 39-х и с семерок это был просто бум, потому что все меняли 4 на 3 на 16 на 9. И оно, причем здесь вот так снимается рамка, здесь 4 болта, и он снимается за 2 секунды. Каждый уважающий себя BMW-любитель хотел иметь на борту своего автомобиля такой телевизор, не взирая от модели. Ну, это стало как бы мейнстримом. Селинский, как там сзади? Bisschen nass. А? Bisschen nass. Was? Bisschen nass. Good? Super. Подлокотник? Индемита? Wichtigste. А еще мне нравились у них, вот, как сделаны эти воздухозаборники. Воздуховоды, Мы же точнее. разговариваем с Селиной. А, да? Test bestanden. Без bestanden. Welche Option hast du noch? Nach Hause laufen. Schwarzer Himmel da. Cool. Hast du Sitzheizung hier? Ja, aber keine Massage. Массажи nicht? Warum guckst du auf Жень? Ich glaube, der merkt die gar nicht. Да, это очень стильная штука, когда закрытые воздухозаборники. Причем в проспекте с машины были сфотографированы именно вот так. Потом их кто-то подсмотрел, у них, по-моему, Volkswagen И еще до фейслифта кнопки подогрева сидений были такие барашки крутить, а на фейслифте они уже были с 3 режимами подогрева. Двухзональный климат. Да. Конечно же, крутая
И сегодня выросли в цене просто это Альпины. B12 Альпины. Если она еще с 6-литровым мотором в фейслифте, их очень мало, они там вообще уже под сотку и выше. А эти машины ну, до фейслифта тоже есть, но они там от 40 до 80 тысяч. А где кнопка, которая шторку подняет? Du hast hier button für hinten und nicht. А, hier. Да, я забыл. Не, вот здесь она. Ja. Aber das ist jetzt elektrisch. Letztes Mal war nicht elektrisch. Да. И очень модно вот эти Да. боковые. Боковые, да. Но она Mercedes, не едет. эти все машины не едут, они уже по сравнению с новыми машинами, они все не едут. Ну, любая старая машина, как бы кажется тебе такой тяжелый очень в наборе. Но на самом деле на тот уровень тех лет Во-первых, она очень даже хорошо ехала. ты помнишь количество аэрбэков, которые здесь появились? В стойке, Да, здесь, да, в боковые. дверях, в задних Да. дверях. То есть это был... Она была одной из самых безопасных автомобилей в своем классе вот в эти годы. Безопасности здесь вообще вопрос нет. Вообще я считаю, что BMW тогда, ну, они на таком подъеме были на самом деле. Да. Что начиная там от 3 серии, заканчивая 7, все машины были сделаны максимально качественно, качественная отделка, качественная кожа, большое количество вариантов кожи, большое количество, Посмотри на материал. вариантов отделки. На сегодняшний день посмотри материалы качества. Сегодня такого не делают. Ну, кстати, не только BMW, никто такого уже не делает. Ну, и весь сам этот пластик, сам из чего это все изготовлено, как оно собрано. Ну, а эти машины были сделаны такие на веках, монументально. Зеленский, lange Strecke fahren ist gut. Ja. Да? It's good. It's okay from the seats. I want to see the phone. Кто у нее был конкурент, по твоему мнению? На, телефон. Вот телефон. I think our home telephone was smaller than this one when I was born. Это GMC. Вот сюда ты вставляешь карточку. Угу. There you need to put the card inside and then you Das can... ist my mobile phone GMC. What is it? GSM. GSM. Ой, GMC это Ой. машина. GSM. GSM. Sorry. Извини меня, пожалуйста. Как обычно, системный сбой. Ну, на самом деле, эта машина была космос. I think there's no WhatsApp and Телефон, Instagram. телевизор. Siemens, да, здесь должен стоять? No, there's Да, это Siemens. where you see it. Siemens. С другой стороны. I don't see it. Какие конкуренты? Ну, на тот момент, получается, заканчивался 140-й кузов и начинался 220-й кузов Мерседеса. Вот я хотел просто 40-й как бы поговорить. Он вообще с этой машиной, ну, небо и земля. Вообще нет. нельзя было сравнивать. Не, я считаю, последние выпуски 140-го все равно они более... ну, мне BMW, смотри, BMW Но она всегда, более хулиганская, да. это для машин, ну, как бы, с удовольствием за рулем. О, ты говоришь, не едет. А ты говоришь, не едет. Так мы в поворот зашли, там антипульс включился. Все, она прекрасно едет. Du 120. fährst, als gäbe es hier keine Polizei. Ну как? Super. По поводу того, что она не особо хулиганская, у всего правительства ФРГ были такие автомобили. У канцлера Германии, А у восьмая одного тоже. и А2, и у Гельмута Кёля, и у Шрёдера, у них тоже были семерки BMW. А такая бронированная семерка была у принца Вильяма. Британская семья, она тоже была. Их очень много у кого было бронированных. Ну, у президентов многих стран были такие мы же бронированные говорили, они трассы. были бронированы. Конечно. Они были B6, protection. B7, да. Ну, машина лаконичная, машина красивая, машина технологичная. Никаких вариантов у нее быть непризнанной просто не было. Она не имела шанса быть нелюбимой. Ну, по моему мнению. Было под диск или под кассету? Кассета. Kassette? Мгм. Du hast ein Telefon, aber noch Kassette? А, я тебе объясню, их по диску не было. Не, там ченджер, да, под 6 дисков. CD-Wechsler steht im Kofferraum. Aber ich Kassette dachte, всегда es ist была здесь. Kassette. Das hier Kassette. Ja. Krass.
Классика. Nicht klasse, krass. Schiebedach. Aber nicht elektrisch. Doch. Oder auch nicht. Cabrio. Now I understand how old this car is. Это машина практически ровесница Селины. Ну, чуть-чуть моложе. Чуть-чуть моложе. Прикольно тогда, вот время проваливаешься, но она тебе не кажется. У меня Николь родилась, я ездил на семерке. Да. На дизельной. В Шницере. Да. Schnitzel. Шницер. Ah, ich dachte Schnitzel. Шницель. Schnitzel. Кушать. В Шницеле. Семерка в шницель. Она была... I thought you're Она была talking about черная. food. А ты помнишь в Одессе эту семерку, Да, которая была черной, с конечно. черным лобовым стеклом, с Конечно. черными боковыми стеклами, без Конечно. номеров? От которой мы по технике, на которой мы по технике отваливали выбиться. Да, вот, кстати, на ней было. Да, легенда. Это интересная история. Да. Женя, я приехал из Германии, и мы поехали с Женей, с Инной в ресторан вечером покушать. И мы перекусили, едем домой, уже 8 часов вечера или 9 часов вечера. Она понимает это вообще? Да, ну мы едем, слушаем музыку, и Женя делает так громче музыку и наклоняется, говорит: а ты сейчас куда едешь? И когда нас завезешь? Ja, der möchte Leute. Я говорю, я еду в Ибицу. Он говорит, я сейчас Ину высажу с машины, я отпрошусь, и ты не отъезжай. Я говорю, ну хорошо. Он так выходит из машины, открывает заднюю дверь, закрывает дверь, делает 3 шага в сторону ее подъезда, ничего не говоря, резко разворачивается, бежит в машину, садится, хлопает дверью, говорит, валим. И все, и мы уезжаем в Ибицу, стоим в Ибице, проходит там, я не знаю, там 3-4 часа, Да где-то нет, час ночи. Час всего проходит, Час ночи. пока мы добирались. Да, мы стоим на ступеньках, еще старая Ибица, стоим на ступеньках, смотрим на движуху, на все. И такой сзади, я слышу по плечу: Женя! Он такой поворачивает, такая пощечина. Домой! Инна стоит в тапочках, да, в спортивном костюме, в тапочках. Она говорит, я пришла домой, разделась, легла. Думаю, что дура лежу, думаю, пойду его забирать. Это было очень сильно. Сейчас я технично у Инны отпрошусь. Я сказал, что я телефон забыл в машине. Я сейчас приду. Сбежал просто. Забыл, почему я... Не, я быстро хотел сходить за телефоном, но ты уехал, забыл, что я в машине. У меня была такая легенда. Но тогда я помню, у меня были они, у меня сначала была 735-я. Тогда была 40-я. Нет, у меня была первая 735-я. Я, кстати, ошибся, их, по-моему, 30-х не было, они были 35-е 35-я. и 40-е. У меня была сначала... Надо посмотреть, я что-то сейчас сам У ошибся. меня была... Смотри, они вначале были на обычном автомате, 94-95 год. В 96-м году у них пошел стептроник. У меня была 735-я на стептронике 97-го года. Угу. Потом я ее продал и купил вот эту фейслифт. Она у меня была 99-го года, но дизельная уже, 730-я дизельная. Она у меня была в Шницере вся на 20-х Альпина колесах. Я на ней очень много проездил. У нее сзади, причем был в заднем подлокотнике, у нее стояло второе радио, регулировка сидения переднего, задние сиденья были электрические. А как оно работало? Были получается? столики, подожди, сейчас были столики в сиденьях, были зеркальца, которые Николь помнит до сих пор, в подголовниках. И потом появился уже фейслифт с большим телевизором 2001 год. А потом вышло 65-й кузов. И я просто думаю, 38-й это просто прошлый век. Ну, она была революционной, но, опять же, ты правильно сказал, поступило 2000 там, писем и жалоб. Но я- Верните нормальную смотрите, машину. Но я 65-й кузов тоже очень люблю. Мне в 65-й я считал, что это самая красивая машина, и у меня первая появилась 760-я бензиновая и короткая, и это было просто какой-то космос. У меня знакомая ездила на такой машине каждый день. Девочка. Девочка, да. Ну, Здесь, в Германии. Тоже ездила девочка, я не помню, как назвали, такая светленькая, волейболом занималась или была директором Джинестры волейбольной команды. Она ездила на такой семерке, она ее тюнинговала, я помню, она всегда, у меня не было какого-то бампера, она ездила. Она была синего цвета, по-моему, эта машина, и у нее обязательно не было или порогов, или переднего, или заднего бампера. Постоянно была в реконструкции.
И какое количество колес на них предлагалось в то время, помнишь, разных? Ты помнишь эти каталоги, которые тогда BMW DNV? выпускал? Нет, не DNV. Нет, Вообще был, просто- был оригинал Цубихер. Да, вот такой. Ну, вот не такая такой. книга была с образцами, с разными, с разными штуками, с с деревом, разными цвета. атрибутами. Там были такие, как стики, ты мог выкладывать цвета. Нет, это Там. индивидуал. Это И не был. индивидуал тоже. В этих каталогах тоже было. И была книжка такая. И на 65-й кузов была такая книжка. На 65-й огромная тоже в была. коробке там с этим всем. А по поводу тюнинга, ну тогда это тоже неплохое время для тюнинга было. Тогда все, что хочешь было. Ну, нет, тюнинговали машины сильно 80-е и 90-е годы, пока производители Да, сами 90-е. не докатали, что они могут сами делать М-пакеты. М-пакеты, АМГ и да, все остальное. да. И плавно тюнинг ушел уже, ну, остался только там Слушай, компания ну с вот на блоком самом тюнинга. деле, ты знаешь, я недавно об этом задумался. Вот сегодня, если раньше там BMW должна была быть в М-пакете, это было приоритетом. Если машина была без М-пакета, это считалось как-то так Не, ну это странно. потом стало. Да, а сейчас уже, ну, ты смотришь на них, ну, вот есть М-пакет, нет М-пакета. Какой-то новый дизайн весь такой, он, ну, Ну да. вот как-то, если раньше эта машина выделялась, если это было как-то ярко видно, то сейчас вот, особенно на каких-то рестайлингах, там, последних BMW, ну, такое, там, ты иногда не понимаешь, там, это М-пакет, не М-пакет, или спорт-пакет, или просто не пакет. На самом деле, как-то это тоже все уже становится вторично. Но черный потолок, допустим, мне очень нравится визуально. Вот я Ну, и в машине уютнее. да, уютнее, когда черный потолок, это очень классно. Особенно, когда он там из Алькантары, да, позовут. Там и пахнет всегда машины, у которых там кожаный потолок. Алькантара потолок по-другому совсем. Ну, эти машины, у них есть свой характерный запах, и они его сохранили там спустя, грубо говоря, там 25 лет, да, с момента их выпуска. Ты садишься в эту машину, ты ее можешь узнавать по Ну да. запаху. Все три Да, генерации, 32, 38 и 65, все, которые пахнут по-разному. И тут Да. Селина говорит, что это штинг, да? Bitte? Du sagst, dass es stinkt. Воняет. No, es riecht nicht nach frischer Blume. Но это Это, запах да, это не свежие кожи. цветы, но это запах кожи, это запах пластика, это запах тех лет. But I think you like it because you have memories with that smell, you know? And I think, ich war nicht geboren, als das auch schon. Wie soll ich Erinnerungen haben, wenn ich 2 Jahre später Потому что geboren ты wurde? тогда, во-первых, только родилась, во-вторых, ты не имела дела с бандитами. Короче, Селина нормальных машин не нюхала. Ich bin Banditin im Auto. Du hast, ну, gerade geboren, du hast nichts zu tun. Особенно вкусно пахнет в багажнике. Nichts mit Ganzer zu tun. Nein, nur jetzt. Только сейчас, да? Da. Ну, про криминалитет и Е38 тоже рассказывать смысла нет, потому что это, в принципе, абсолютно веса параллельная ситуация. Ну, она не просто так в фильме была. Ну да. Ну и как бы это, наверное, была одна Хотя, из самых угоняемых. хотя во втором бумере у них X5 был, Да, и 53. да, но который вообще не смотрелся. Почему? Да нет, ну, Почему? ну, он там смешно смотрелся во второй серии. Ну, там как бы акцент был не на машину. 38-й кузов просто вот как, я не знаю, там, ну, Смотри, там другой уже немножко был сюжет, там про любовь было больше, чем про... Он уже все, он уже отсидел, его там вытащили из тюрьмы под какие-то там паспорта, убили брата. Ну, там другой как бы совсем сюжет, замес, и там вот эта любовь, и страсть, и криминалитет такой мелкий. Это тоже неплохой фильм. Не знаю, ну, после второго бумера все покупали черные X5. Особенно я там, пропустил по-моему, там уже, снимали я уже был в 4.6. Германии. Там 4.6 снимали, ну вот Нет, там фейслифт, по-моему, был 4.8. 4.6, по-моему, еще. Мне кажется, там фейслифт. А-а. Я уже не помню. Так, Но не 3 литра бензина, не 3 литра дизеля. Не, ну какой-то в спорт-пакете нормально. они, кстати, С были на панорамной механике. крышей. И эти семерки тоже есть на механике. Эти семерки Да, есть да, на 700 да, X5 V8, тоже, 28, 35 и 40, они могут быть на механике. Я не знаю, надо ли она на механике, но это прикольно. Ну, это было бы прикольно, да. Но опять же, как не... Ну, уже сегодня актуально. Да, Тогда они никому не надо были Да. на механике. Ты садишься, знаешь, И первая, X5 вторая. были на механике. Да, X5 были на механике. Я даже ездил на таком на механике, только, правда, по-моему, 3-литровый бензиновый, он был механик. И, по-моему, не было с другими моторами уже механики. Но она сейчас раскатилась, она хорошо едет. Я не Да знаю, не, она почему хорошо мне наговаривали, что у нее что-то не нравится развал схождения. Ну, все нормально. Хочется даже грабить банк и быстро уехать. Да. Воры
мешочках в багажнике. Банк Райбаном schnell. Смотри, мы все Nein. я в черном свитере, ты в черном Einmal свитере. heute ja. Селина в черном Nein. свитере. Okay, in Надо заехать eurem на Alter автобан, verstehe ich, взять aber эти nicht in маски, meinem. Можно А? ехать в Deutsche In Bahn. eurem Alter verstehe ich, dass ihr Bock habt zu riskieren, aber nicht in meinem. Короче, от нее вот веет криминалом от этой машины. В ней хочется грабить банки, брать заложников. Wenn bei dir Удерживать женщин, übermorgen, wenn bei dir übermorgen die Polizei steht, weißt du genau wegen YouTube. Сбегать. Давай поговорим про эту машину и как раз вот бандит. Вот я что-то, знаешь, вспомнил. Я еще вспомнил про руль. Это же тоже Love Daddy. M-Sport руль. Да, это М-Спорт. А был с 4 спицами У еще. него была такая машина. Он же сейчас А он сидит. бандит? Ну, он убил Тупака, не доказано, но там сейчас про него вышел интересный сериал на Netflix. Так, Там как раз эта ситуация описана. Ну, и вообще, да, он такой парень. Он Чё? что-то там происходит у него. Так вот, такая машина была у Джей-Зи, у Тупака, у Оззи Осборна. Тоже бандит еще. Он тоже, ну, такой вообще Героиновый. сорванец. Вот еще. Тоже, кстати, царство небесное, как говорится. Ба-ба-ба-ба-ба. Ну, она была просто вот у всех. Ну, С-класс, эти машины, понятно, что их любили знаменитости. И другие Хорошо, что сорванцы. бандитов больше нет и машины не портят. И другие сорванцы. Почему нету? Есть. И портит. Селинский. Да. Категорично. Ja, chill домой. Ёлки-палки. Здесь резина получше или асфальт сухой. Она не подгребает. Понял? Хочется! Ну, здесь широкая резина стоит хорошая, новая. А там была она такая уже высохшая, и асфальт был сухой. Там нормально боком было. Угла. Такая 750 дает угла. Хорошая машина, продастся. Короче. Опа, много. You forgot to put the car, to get the car numbers for invest. Мы вообще не поговорили про деньги. Нет, так мы начали говорить о том, что их было 328 тысяч выпущено, что Du машина bist интересная. Gold in dieser Auto. Wir haben gar nichts über Geld gesprochen. Ja. Да. Если говорить про сейчас, то с очень маленьким пробегом хорошие версии от 50 тысяч и до 100. А моторы? Выросли очень. Моторы 50 только, и 60. только 40 или 50. Ну, или только V12, или 40 V8. Как инвестиция, эта машина действительно очень популярная. Как тебе сказать, как икона своего времени, наверное. Да. Наверное, какая-то такая, очень много людей у нее связь, из-за этого эмоционально она очень много людей цепляет. И поэтому Плюс мало живых экземпляров. хороших Да, хороших хороших, живых да. очень мало. Потому что семерки, ну, например, в Европе покупали, просто ездить на дальние расстояния, Да. это бизнес-люди были, которые их выкатывали. У них пробеги сумасшедшие. Найти машину хорошую очень, там, с пробегом до 100 тысяч, это из области фантастики. Да. У меня, кстати, это третья уже машина. У меня была одна очень хорошая в индивидуале, темно-синяя, с мандариновым салоном. И у них А, я ее помню. Блин, я ее продал, я ее Да, купил. она Она очень была красивая. выставочная машина на BMW стояла, BMW Classic. Я ее купил. И я ее, мне уговорили потом, я ее на то время давно еще, я ее уже продал выше 40. Я еще думаю, блин, кто за них такие цены платит, блин. Поэтому как инвестиция, которая выстрелит, наверное, нет. Ну, как эмоциональная покупка, да. Но Селинский, wie sieht's Fahrer aus? Wer kauft heute das Auto? Ukraine aus Odessa, 47 Jahre alt. Deutsche? Nee, nicht. Na, glaube ich nicht. Weil die sind nicht so Gangster und Banditen und sowas. Und wollen keine Bank ausräumen. Langweilig. Schön warm. Kein Marshmallow. Красиво? Ferrari is also very pretty.
А это для BMW хейтеров. Каталог запчастей в руках. Christmas presents! Santa Sokolovsky! Я даже не знал, что тут Это когда все, кто присылает мне мемы, что когда купил BMW, да, что Интересно. тебе предстоит. CD-вексли? За штук, Как они тут открывались? Как... А, вот так. да. Oh, das ist krass. Да? Машина. DVD-навигация. И самая главная навигация DVD. Krass. Ну и ты можешь еще в дороге машину отремонтировать, тут еще набор ключей. Для ограбления банка. Wow. Такое видел? Hightech. И это все 2001 год. Конечно. Нет, четвертый тоже. Ну что, гудка. Spasibo. Achso, ja. Тебе понравилось? Понравилось? Да. Do you like? Yes. Приходи еще. Следующий без где стал называть? Das war. Because, Ja. Anti? because the new one. Тоже. Ja. Right answer. It was 50-50. Ich glaube, für dich ist beide gleich, ja? Какая Unterschied, ja? Doch. А ты, малыш, кого ты видишь сегодня владельца этой машины? Себя. Как из фильма. Себя. Не, ну, вижу коллекционера. Чего? Почему? Ну, я бы купил бы такую машину, бы тоже коллекцию. Коллекционирование действительно, как сказала Селена, только вот в нашу страну. Ну, их же в Германии покупают, поэтому... Ну, это бесконечная история. Я думаю, что не только в наших, и в Европе, и в Америке. И... Да, конечно, покупают. Любил, И ездил. я тебе скажу, что еще больше и будут покупать. И будут покупать эти машины, потому что... Ты за небольшие деньги покупаешь Да, машину. да. Махан, фертиш? Да. Все, до новых встреч! Пока. Пока.